В этом видео я расскажу и покажу турецкий отель Hotel Careta Beach, его пляж, море, питание. Еще вы услышите, как отзываются отдыхающие об этом отеле. Пожалуй, с этого и начнем. Вот что пишут на туристических сайтах. Это какой-то ужас. Первый раз вижу, чтобы в отеле был платный Wi-Fi. К слову, он стоит $11 на весь срок. Персонал не понимает по-русски, хотя это не самое страшное. В номере бегали мокрицы и всякая живность. Мы испортили себе отдых. Следующий. Людей столько, что задыхаешься от их количества. Очереди за едой по 30 человек. Если опоздал на обед, то 10-15 минут будешь ждать стол. Долго. Следующий. В бассейне столько людей, что все стоят и не плавают. Шезлонг нужно бронировать в 5 утра, так как в 6 уже все занято. Следующий. С супом с ресторана тоже выходить нельзя. Был скандал, где весь персонал ссорился с нами. Я снимала всю ситуацию на видео, и у меня персонал пытался выхватить телефон из рук, толкая всю мою семью. Вот такие отзывы можно прочитать в интернете об этом отеле. Есть и более адекватные. Отношение к русским и белорусам и другой национальности хорошее. Мы не заметили, чтобы как-то негативно относились. Отель очень хороший. Еду нельзя выносить из ресторана. Wi-Fi на весь срок $11. Да, в отеле такие правила, и, по-моему, такие правила в большинстве отелей. Ну что ж, давайте более подробно ознакомимся с этим отелем. Перелет из Минска до Анталии длится 5,5 часов. Отель расположен в районе Конаклы, города Алании. От аэропорта до отеля около 120 километров. Автобус с туристами проходит это расстояние за 2 часа. В самолете скучать не приходится. Вначале раздают напитки, потом обед. Бесконечно долго можно смотреть и любоваться на виды в иллюминаторе. Получив багаж из аэропорта Алании, мы направляемся к стойкам регистрации, которые размещены прямо на выходе. Кому интересно, стойка тест-тур размещена под номером 8182. Туда направляется основная масса пассажиров. На стойке необходимо предъявить ваучеры. После этого вам скажут номер автобуса, который едет в отель. Устраивайтесь поудобнее в кресле автобуса. Теперь есть пару часов, чтобы взглянуть на новые пейзажи за окном, узнать стоимость топлива и, если есть гид в автобусе, то узнать информацию по организации отдыха. Перед вашим отелем находится отель-близнец Careta Relax Hotel. Это отель примерно такого же класса, только расположен он чуть дальше от моря. Отдыхающие из этого отеля тоже ходили на наш пляж. На входе в отель дежурит охрана. На ресепшене встречает отзывчивый персонал, который неплохо владеет русским языком. Если вы не успели к приему пищи, то на пляже днем работает снэк-бар, а ночью предлагают перекусить супчиком в кафетерии. Так что голодными не останетесь. Режим работы и вся важная информация размещены на стойке ресепшена. Утром можно будет получить пляжное полотенце. Его можно поменять пару раз в неделю, но там вас поджидает вербовщик на СПА-процедуры. Надо признать, что они ненавязчивые, и после нескольких предложений оставляют в покое. Это выход в братский отель Careta Relax Hotel. Вернемся к нашему отелю. Номера в отеле небольшие. Электричество включается от входной карточки. Ее выдают одну на номер. Если захочется иметь несколько карточек, то придется доплатить, вроде $10. К слову, если вы забыли карточку в номере, то обращайтесь на ресепшн. Там вам моментально помогут. В номере есть кондиционер, телевизор, электрочайник, холодильник, телефон, хорошая кровать, на которой часто появлялись причудливые фигурки из полотенец. Уборка номера качественная, никаких мокриц и другой живности не обнаружено. Вечерком на балконе можно попить чайку или кофе. Мини-холодильник работает слабовато, но работает и охлаждает. Ежедневно в номере оставляют 1,5 литра питьевой воды. В барах и столовой очень много напитков, как безалкогольных, так и алкогольных. Это пиво, вино, джин, раки. Если интересно, включите первый канал телевизора, там расскажут общую информацию и в том числе про бесплатные напитки. Звукоизоляция номера хорошая. На балконе есть несколько стульчиков со столом, вешалка для сушки полотенец. И самое главное, с балкона открывается и изумительный вид на город, горы и море. На территории отеля регулярно проходят соревнования и развлечения.
What's your name? Joy. And where are you from? Germany. Okay. Ready? Steady. And we go. В номере есть шкаф, там стоит сейф, которым можно пользоваться за $2 в сутки. Санузел стандартный, там есть фен, телефон. Мыло и шампуни заливаются в дозаторы. Есть такой нюанс. Потолок в туалете объединен с коридором и туалетом в соседнем номере. Поэтому там повышенная слышимость. Если закрывать двери в туалет, то проблема повышенного шума исчезает. Через какое-то время я заметил, что блок охлаждения кондиционера выходит на соседний балкон. Поэтому шум от соседнего кондиционера при открытой балконной двери будет вам слышен. На крыше отеля расположены системы водонагрева. Отель всегда обеспечен горячей водой. Во дворе отеля есть великолепный бассейн с классными горками, как для взрослых, так и для детей. С утра все лежаки у бассейна заняты. Да. Поэтому для того, чтобы занять место, действительно надо встать пораньше. В Турции широко представлена возможность выбора экскурсионных поездок. Можно воспользоваться местными агентствами, а можно взять экскурсию у вашего гида. У гида, соответственно, стоимость выше. При первой встрече с гидом он навязчиво, иногда по-хамски предлагает вам купить туры у него и сильно психует, когда вы отказываетесь. Но думаю, что никто не вправе вынудить вас переплачивать за экскурсии заработанные вами деньги. Одна из услуг – это бесплатная поездка в город, в магазин. Вам обещают гигантские скидки, а по факту везут в дорогие магазины и держат там чуть ли не в качестве заложников. Турагенты, мягко говоря, лукавят и пользуются беспомощностью туристов. Так что от таких предложений смело отказывайтесь. В этой ситуации гид не за вас, а против. Чтобы уехать оттуда пораньше, люди ловят попутки и такси. Однако сделать это не так просто, и приходится ждать своего автобуса. Персонал магазина относится к покупателям недоброжелательно. Люди с ребенком хотели уехать несколько раньше, но им не позволили это сделать. Любителям походить по магазинам я чуть дальше расскажу о хорошем торговом центре. Отельный пляж песчано-галечный. Песок очень сильно нагревается за день, поэтому обязательно нужно защищать ноги. Море практически сразу глубокое, но чуть дальше от берега ровное плоское каменное дно и становится мельче. Места на пляже очень много, и всегда есть свободные лежаки. Особую радость доставляют волны возле берега, в которых очень приятно плескаться. Любители спокойного моря и родители с совсем маленькими детьми купаются в бухточке соседнего пляжа. Там вода всегда спокойная, но на пирс заходить не разрешают. На пляже отведено место для яйцекладки черепах, но непонятно, есть там яйца или нет. Соседский пляж называется Serenity Resort. Его разрядность 5 звезд и стоимость где-то на 50% выше нашего.
Любителям шопингов вместо принудительной поездки в город рекомендую вечернюю прогулку в торговый центр. Дорога займет от 15 до 20 минут пешком. Вам надо будет перейти на другую сторону трассы по пешеходному мосту, пройти через парк аттракционов, и вы попадаете в торговый центр Тайм-центр. Пройдя чуть дальше, вы попадаете на центральную аллею. Здесь можно полюбоваться местным колоритом, посидеть в теньке или прогуляться по местным лавочкам. Вечером у торгового центра Тайм-центр очень людно, много молодежи и посетителей. Рядом находится Макдональдс. На входе стоит рамка металлоискателя. Внутри много магазинчиков с разнообразным товаром по демократическим ценам. Хороших экскурсий очень много. В этот раз мы выбрали экскурсию на корабле и райвинг. Должен сказать, что это великолепный отдых. В порту стоят анимированные корабли на все случаи жизни. Экскурсия начинается вечером и заканчивается после захода солнца. Путь лежит вдоль берега и параллельно сопровождается различными шоу. Okay, excuse me, Rosgarmot, look at me. Big applause for Jumping Man! Wow, Tarzan, Tarzan, I can't hear you. It's again, show me. Wow, crazy. Для маленьких путешественников тоже предусмотрено развлечение. А тем временем есть возможность полюбоваться красивым закатом. Когда совсем стемнело, начинается пенная дискотека. По прибытии в порт вас ожидает незабываемая иллюминация сотен кораблей. Если у кого-то есть на примете хорошие экскурсии, прошу поделиться ими в комментариях. Давайте немного пройдем по территории отеля. Кроме бассейна с лежаками, здесь есть уютные места для отдыха в беседках, шатрах и в теньке под деревьями. Можно поиграть в теннис или попить пивка в баре на пляже. С обеих сторон находятся наши лежаки с удобным затемняющим навесом. Послушайте шум моря. Это просто незабываемое чувство.
Днем в бассейне есть возможность скатиться с горок или сыграть в волейбол. Для тех, кто следит за своей фигурой, есть неплохой для отеля тренажерный зал. Там много снарядов, к сожалению, некоторые из них были неисправны. Как я уже говорил, есть теннисные столы, а также дартс и бильярд. Бильярдный стол платный и стоит $3 в час. После 9 часов вечера бильярд на прокат не дают. Вечерний отель по-своему хорош. Различная подсветка, доброжелательный персонал, напитки в баре делают атмосферу весьма уютной и приятной. Хочется рассказать еще об одной экскурсии. Это каньон Тази Рафтинг Сан Глобал. Нам обошелся по 55 евро за взрослого и 30 за ребенка. Если у вас с чем сравнить ценники, напишите. Экскурсия на корабле обошлась по 30 евро с человека и называется Гульбанчи Ят Тур. Начинается в 17:30 и привозят вас в самый раз на ужин в отель. Путешествие к каньону начинается с небольшого, впрочем нет, с большого шока. Если вы думаете, что это экспонат, то ошибаетесь. Эта штука ездит. Не знаю, какие другие автомобили, но нам достался такой. Нас провезли по самым красивым местам. Было стрёмно, но очень красиво и интересно. Каньон поражает своим величием. Все уставшие и довольные вернулись на базу. Здесь ждет полноценный обед. И вот самое главное. Нам выдали по веслу, облачили в спасательные жилеты и отправили на горную реку. Будьте готовы к тому, что вода там ледяная. Первое ощущение нелепости от жилетов и шлемов забывается при виде горной реки. В резиновую лодку вмещается 10 человек. И вместе с сопровождающим мы спускаемся по реке. Зрелище и ощущения просто сказочные. И в завершении спуск по канатной дороге. После такого отдыха аппетит просто зверский. Ресторан в отеле очень просторный. Светлый, всегда горит оригинальная подсветка. Питание очень хорошее и разнообразное. Это зелень, салаты, фрукты и сладости, много сдобы. Большой выбор мясных блюд. Все свежее и теплое. Радует то, что часто давали рыбу. В предыдущих отелях с рыбой было очень плохо. Либо ее не было, либо плохо приготовлено. Еды всегда всем хватало, ажиотажа никакого не было. Однако вечером загруженность ресторана повыше. Нужно приходить либо к открытию, либо минут на 30-45 после того, как он откроется, чтобы особенно голодные уже поели. В ресторане установлены мощные кондиционеры, поэтому в зале прохладно. Персонал услужливый и всегда держал столики в чистоте. Ты нашел тему? Хорошо, знаешь тему.
Кроме подсветки, оригинальным решением было оставить внутри помещения растущую в потолок пальму. С наступлением темноты предлагается обширная развлекательная программа. На радость детям и взрослым, иногда на пляже организаторы устраивают пенную дискотеку. Приятного всем отдыха! Подпишись на канал.